Мы сейчас очень активно разрабатываем голосового помощника именно в банковской сфере, финансового голосового помощника, которого мы назвали Альф. И в этой работе очень много ярких нам открывается инсайтов, и с некоторыми хотелось сегодня поделиться. Но если начать с общего, то цифровой банкинг, который уже не первый год активно развивается, его смысл, его идея, вижен в том, чтобы так или иначе заменить оператора либо менеджера человека автоматизированным решением, то есть роботизировать обслуживание банковских клиентов. Ну и здесь, с одной стороны, роботизация — это нечто такое прекрасное для клиента и для организации, потому что услуги предоставляются четко, быстро, персонально. Но есть в этой истории и оборотная сторона, поскольку когда мы говорим о роботах, то не каждый клиент готов и хочет в обслуживании своем и банковском в том числе отказаться от коммуникации с человеком, отказаться от разговора, от человеческой составляющей. И здесь возникает такая мощная коллизия. С одной стороны, банки очень мощно вкладываются в роботизацию, с другой стороны, остаются мотивы ходить в бранчи, звонить в колл-центр и общаться с человеком. Вот эта коллизия, она, правда, уже много лет, и она самая большая боль банков и самый большой блокер для того, чтобы полностью перевести клиентов на цифровое самообслуживание и отказаться от бранчей, от курьеров. И у нас есть гипотеза, что если работать над гуманизацией этих роботов, а самые сейчас продвинутые роботы банковские — это, собственно, банковское приложение интернет-банк. Если заниматься гуманизацией этих роботов, возможно, со временем вот эту человеческую составляющую заменить искусственной, то есть преодолеть вот этот вот эффект, когда клиенту нужно общаться с живым человеком. И наша гипотеза в том, что качественный голосовой помощник — это тот самый инструмент, который позволяет заменить вот эту человеческую составляющую в банковском роботе. Нашу работу над голосовым помощником мы называем гуманизацией банковских роботов. И в банке, как известно, очень прагматичная сфера IT-разработки, и мы никогда не ведемся на какой-то 7-минутный хайп. И в голосовые помощники, если несколько лет назад мы скептически, в общем, наверное, относились к этой истории, но статистика, которая мировая и российская, она сейчас говорит о том, что это уже стабильный тренд, на который нельзя не обращать внимания. И окружение банковское, окружение небанковское клиента, продуктовое, оно формирует новое понимание нормы UX, новые требования к продуктам, в том числе и банковским, которые приводят сейчас к тому, что голос и голосовое управление, голосовой UX становится новой нормой, новым гигиеническим фактором. На самом деле цифровой банкинг, он тоже имеет свою эволюцию. И когда он начинался с того, что клиент долго привыкал к тому, чтобы пользоваться банковской картой пластиковой. Потом трансформировался этот экспириенс к тому, что клиенту стала привычна клавиатура и клик, когда он стал пользоваться интернет-банком. Сейчас заканчивается, наверное, такой период мощно длинный, когда для него стало по умолчанию привычно тап и мобильный телефон, когда клиент пользуется мобильным банком. И сейчас уже, когда 20-е годы 21 века, клиент возвращается к самому естественному интерфейсу управления и финансами, и всем чем угодно. Это к естественной речи. Это инструмент, которому не нужно учиться, который человек владеет с самого начала, и меняется парадигма разработки продуктов. В данном случае не нужно ждать от клиентов, что он научится пользоваться продуктом банковским, а банки учатся правильным образом реагировать на естественную речь клиента со всей ее нелинейности, которая у естественного языка есть, и предоставлять сервис голосом. Недавно вышел такой AI-манифест у McKinsey, в котором как тренд основной была заявлена гуманизация электронных интерфейсов общения клиентов с банков. Там есть такая фраза, которую можно вот таким, скоро сказать, слоганом нашей отрасли: голосовые интерфейсы становятся новым стандартом взаимодействия с клиентом. Важный тренд такой, можно сказать, что любая технология, она имеет в начале своего пути такую романтическую, радикальную фазу. И, например, в цифровом банкинге, вот в мобильном, лет 5 назад был такой тоже очень радикальный тренд, который звучал как mobile only,
когда мои коллеги по отрасли так достаточно радикально исключили все прочие способы цифрового взаимодействия с клиентом и сфокусировались только на мобайле. В итоге, сейчас, когда по прошествии 5 лет, когда перешло переосмысление вот этого экспириенса, когда мы поняли, что правильнее думать про гибридный экспириенс, про то, что у клиента есть и мобайл, и веб, нам приходится экстремально сейчас перерабатывать интернет-банк. И мы сейчас наблюдаем эпоху не mobile only, mobile first. И в этом смысле с голосом происходило то же самое. Первые визионеры голосовых технологий, они были такими радикально настроенными романтиками, которые пропагандировали подход voice only. И как продукт вот этой эпохи мы сейчас наблюдаем массу, целое поколение голосовых колонок, которые были без каких-либо дисплеев, подключения к телевизору, либо экранов. Это был такой романтический период такого voice-only радикализма. Но сейчас, очевидно, эта парадигма поменялась, и она поменялась необратимо после того, как произошел переход от производства умных колонок без экранов на устройства, которые сейчас называют Smart Display. Это уже не просто колонка, это колонка, у которой есть полноценный дисплей. И совершенно революционным продуктом, который необратимо поменял тренды в сторону мультимодального UX, это продукт Amazon новый. Это колонка, это умный дисплей Amazon Echo, который мало того, что имеет экран, так этот экран следит за пользователем. То есть это такой апофеоз нового подхода к мультимодальности. То есть можно сказать, что сейчас мы пришли к периоду, когда подход voice only умер и доминирует подход voice first. Это период, когда все практически игроки поняли, что будущее за мультимодальностью. То есть это не просто речь, а речь, которая оснащена визуальным дополнением, то, что происходит на экране. Еще один важный тренд, который можно наблюдать у всех голосовых помощников, это кросс-девайсный юзабилити, когда колонка либо умный экран всегда оснащены еще дополнительным фактором в виде мобильного приложения. Это можно назвать кросс-девайсным UX, который на самом деле имеет огромный потенциал и позволяет уже сейчас решать многие трудности, которые возникали у голосовых помощников. Например, история про авторизацию или позволяет организовать какое-то элегантное решение по авторизации и персонификации устройства. И когда мы говорим про то, что сейчас мы сфокусированы на голосовом помощнике, который в Альфа-Мобайле, это такой форм-фактор, которым мы не собираемся ограничиваться навсегда, но сейчас мы видим в нем большой потенциал, потому что за счет того, что наш голосовой помощник в Альфа-Мобайле очень элегантно решаются большие сложные задачи, которые в открытой среде без авторизации не решить. То есть когда мы имплантируем голосовой помощник в Альфа-Мобайл, мы имеем возможность полностью четко персонифицировать взаимодействие с клиентом. Клиент для нас в Альфа-Мобайле практически равен человеку, который принес в бранч паспорт и показал, ему можно полностью доверять. То есть получается, что форм-фактор в виде Альфа-Мобайла позволяет и полностью персонифицировать общение, и обеспечить сценарий голосового помощника возможностями подписания юридически значимых операций, документов, и это большой-большой потенциал. За счет того, что мы выбрали в качестве основы голосового помощника функционал именно финансовый, это определило и архитектуру, и способ производства голосового помощника, мы его сделали частью архитектуры Альфа-Мобайл, и он опирается на микросервисы мобайла. То есть это же позволило нам практически не менять процесс разработки, то есть в процесс разработки, который у нас традиционно существует в наших скрам-командах. Еще важный момент, что голосовые помощники, они традиционно все глобальные помощники осознанно исключают визуальный персонаж в своей идентике, в своих образах. Это уже такая норма. Наш Альфа тоже, он не антропоморфен. Наш идентика Альфа, она базируется на метафоре «красное солнце», и, естественно, она не
никоим образом не отсылает к какому-то гуманоиду, какому-то антропоморфному существу. Чтобы эффективно работать над гуманизацией роботов, это невозможно без того, чтобы голосовой помощник обладал своим характером, был явно выраженным персонажем, со своей личностью, своим характером. И опросы, которые мы провели, они показали на то, что образ, который, он такой агрегированный образ, который базируется на культурной метафоре «умный дворецкий», он наиболее подходит финансовому ассистенту, то есть это некий персонаж, который уверенный, ироничный и очень интеллигентный. То есть мы выбрали вот этот характер, и дальше характер определил и образ мысли, и речь, и тембр голоса этого персонажа. Все, дальше само собой определилось, после того, как мы определились, что за персонаж. Вот. Еще один важный момент. Был такой эксперимент в 70-е годы, когда пытались найти зависимость похожести робота на гуманоида, на зависимость симпатий человека к этому роботу. И обнаружился такой эффект, что до определенной фазы симпатия росла, а потом резко проваливалась. И в этом смысле есть такой коварный момент, что когда голосовой помощник приобретает какую-то черты гуманоида, есть риск вот такого провала. Поэтому мы осознанно исключили вот эту вот антропоморфность в выразительных средствах нашего альфа. И в этом смысле главный инструмент выразительности для нас остается именно голос. Мы вложились в то, что голос у нас кастомный, и очень тщательно выбирали реципиента для синтеза и искали реципиентов среди профессиональных актеров дубляжа. То есть мы остановились на довольно знаковом и известном актере Всеволоде Кузнецову, который абсолютно идеально подошел под тот образ, под тот архетип, о котором я говорил. Надо сказать, что работа диктора, она довольно мучительна, потому что ему приходится десятки часов работать в студии и произносить довольно-таки рандомные тексты для того, чтобы была произведена кастомная заварка синтеза, который отвечает определенному характеру. И сейчас покажу пару фрагментов, как шла работа. 365. В високосном 366. Это песня такая? Это песня такая? Брат отказался от жатвы и пришел к старцу. Орлов, а где Фадеев? 5000 американских долларов. Это 329 675 российских рублей. Какой старый текст. И в результате мы получили... Эта работа длится часами, десятками часов, и эта работа продолжается, потому что для того, чтобы синтез был похож на человеческий, его нужно все время дообучать. И сейчас я покажу фрагмент, как первые заварки синтеза на базе авторской работы Кузнецова. Посмотри, какой долг я накопил по кредитной карте. Задолженность по кредитной карте 17 104 рубля. А сколько мне осталось платить по ипотеке? Задолженность по ипотеке 1 859 367 рублей 77 копеек. А ты молодец. Здорово, что мы на одной волне. То есть это еще совсем ранняя фаза синтеза, это будет еще улучшаться, но уже чувствуется, что этот голос вполне похож на человеческий и похож на голос реципиента. Важный еще момент в продолжении истории про трансформацию сценариев, взаимодействия с интерфейсом. Есть такой важный тренд, что первые голосовые помощники, наверное, речь про американскую Алексу, они пытались дополнить классические изобилия, которые можно назвать Tap and Swipe UX, дополнить возможностями голосового и этапового управления. То есть это не вполне голосовой помощник, он всегда откидывал клиента к классическим таповым сценариям. А сейчас такой этап, когда
голосовые помощники, визуальную составляющую можно назвать как шоу UX. Это не тот элемент, который призывает тапнуть или набрать что-то текстом. Это тот элемент, который визуализирует, иллюстрирует сценарий в дополнение к диалоговому. И, наверное, уверен я, что скоро мы станем все свидетелями такого батла, когда Voice UX, он будет напрямую столкнуться как бы лбами с Tap UX, то есть старая парадигма с новой. И есть ощущение, что все предпосылки к тому, что голос победит, потому что это быстрее, проще и прикольнее. Сейчас покажу маленький ролик, как это могло бы выглядеть в финансах. Альф, оплати мой телефон. Пополнить ваш номер на 100 рублей. Давай. Перевод выполнен. Альф, открой новый счет. В какой валюте? Давай в евро. Новый счет в евро открыт. Альф, что насчет кредита? Нашел для вас персональное кредитное предложение на сумму 5 миллионов рублей. Альф, какой же ты молодец. Голосовой помощник Альф. Ну, если серьезно, то, конечно, голосовые помощники в нашей сфере, вот на этой фазе, они не конкурируют с классическим интерфейсом, а очень органично дополняют, потому что мы для себя выделили 3 таких контекста, где они вполне уживаются и друг друга дополняют. Например, контекст, где среда приватная, например, человек едет в машине, и ему удобно без рук оплатить телефон, что-то простое. И там он может задавать вопрос или команду голосом и получать ответ голосом. И здесь никакой проблемы не возникает. Другой контекст, когда приватность условная, и клиент в состоянии дать команду голосом, но услышать ответ помощника ему неудобно. И в этот момент включается такой форм-фактор, как наушники, гарнитуры. И третий контекст, когда приватность отсутствует, например, метро или вообще какое-то публичное место, где совершенно неудобно не задать вопрос голосом, не получить ответ голосом. В этот момент клиент прибегает к классическому интерфейсу и делает это, в случае с Альфа Мобайлом в 2 этапа, потому что мы годами оттачивали юзабилити, и это, правда, такой эталонный кейс, когда удобнее, правда, сделать руками. И вот это все уживается в одном форм-факторе, и контекстно клиент может выбирать наиболее удобный способ. У меня все, спасибо. Буду рад ответить на вопросы. Спасибо за доклад, Владимир. Он вызвал отклик у пользователей нашего приложения. И первый вопрос к вам про биометрию. Можно ли ей доверить банковские операции? Был ли какой-то у вас опыт использования биометрии? В случае с Альфом он живет в форм-факторе Альфа Мобайл, и здесь проблемы, правда, никакой нет, потому что биометрия работает в классическом виде, то есть клиент авторизуется в Альфа-Мобайле, совершенно надежно и безопасно при помощи пальца либо Face ID. И дальше он после авторизации, когда оперирует Альфом, вся легальная составляющая транспонируется, то есть распространяется на операции в Альфе. Здесь все четко. Про биометрию, которая живет где-то в других каких-то носителях, здесь, наверное, сложнее, не так все четко. Спасибо. И еще один вопрос по поводу зловещей долины, о которой вы рассказывали. Как вам кажется, касается ли это только визуального образа ассистента или тоже голоса? По факту касается всего, но история с Алисой, например, то, что хорошо видно, когда дети играют в Алису, а мы делаем свой продукт вместе с Яндексом, и тем же самыми технологиями, что и Алиса. Дети начинают играть в Алису, и ей абсолютно доверяют, и вот этого пугающего фактора не случается. Это вселяет уверенность, что такой тест Тьюринга пройден в случае с Алисой, и мы тоже собираемся его пройти. Хорошо, спасибо. Есть еще несколько вопросов в мобильном приложении. Владимир, если у вас будет желание, то зайдите и по возможности ответьте. Спасибо большое за доклад. Спасибо всем.